Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем повторять уличную еду со всего мира. Поехали! И первое блюдо у нас из Бразилии под названием Baked Potato, или же просто печеная картошка. Сначала картофель запекают прямо в кожуре, затем не до конца разрезается напополам. Мякоть разламывают, посыпают натертым сыром и добавляют кучу разных начинок. От консервированной кукурузы до всяких салатов типа оливье. В общем, начинку выбираешь сам. Получается полноценное блюдо, которым вполне можно наесться. Итак, начнем. Нам нужна картошка. Выбирайте самую большую и ровную, которую только найдете в магазине. Бросаем ее в воду и хорошенько отмываем. Картофелины перекладываем на противень. Каждую поливаем маслом. Размазываем по всей поверхности. А также подсаливаем. Все, можно отправлять в духовку при 180 градусах на час-полтора. А пока займемся начинками. У нас тут зелень, шампиньоны, сыр, ветчина, оливки и лук. Чистим лук. Нарезаем его кубиком. Берем буквально 3 шампиньона. Каждый разрезаем пополам. И на тонкие пластинки. Очищаем ветчину. И очищенную часть нарезаем сначала на брусочки, а затем кубиком. Маслины раздавливаем ножом и тоже крошим. Берем какой-нибудь мягкий сыр типа сулугуни, открываем и натираем на терке. Также нужно нарезать немного укропа. Отрезаем кусок сливочного масла, бросаем на сковородку и обжариваем на ней лук. Когда он подзолотился, идут шампиньоны. Присаливаем. Немного чили перца. Ну и паприка для цвета. Перемешиваем, и начинка готова. К этому времени картошка уже запеклась. Перекладываем ее на досточку. Делаем надрез посередине и надавливаем, чтобы она раскрылась. Немного сливочного масла внутрь. И вилкой перемешиваем всю эту мякоть с маслом. Каждую картошку присаливаем. В первой будет начинка из колбасы и маслин. Все это перемешиваем. И наверх еще сыр. Вторую картошку сразу посыпаем сыром. Наверх грибы с луком и укроп. А в третью пойдет все вместе. Сначала маслины и колбаса. Сверху выдавливаем сметану, грибы с луком и укроп. Готово. Перекладываем каждую картошку в картонную тарелку. Получается так же, как подают на улицах Бразилии. Давайте пробовать. Сначала картошка с луком и грибами. Очень вкусно, но я бы это чем-нибудь запивал. Суховато, не хватает соуса. Картошка с колбасой и маслинами. Тоже вкусно. На таком же уровне, как и прошлое. А вот та картошка, на которой мы выдавливали сметану, сразу вкуснее раза в 2. Начинки тут больше, а сама сметана играет огромную роль в этом блюде. Оно сразу становится сочным и таким сливочным. В общем, если будете делать, то обязательно используйте сметану. Следующее это чуррос из Испании, но необычные. Сначала выдавливается тесто из специальной машины. Все это перекладывается на сетку и опускается во фритюр. Готовый чуррос наполняют через специальную соусницу либо сгущенкой, либо нутеллой. И благодаря этому они гораздо вкуснее, чем обычный чуррос без начинки. Давайте попытаемся это повторить. Включаем плиту и ставим сотейник. Вливаем в него 200 мл воды. Теперь нужно масло. Открываем пачку. Отрезаем 60 грамм и сбрасываем в воду. Сахарная пудра. Добавляем буквально чайную ложку. Перемешиваем. Как только закипело, снимаем. Отмеряем 250 грамм муки. И всыпаем в большую миску. Нам нужен ароматизатор рома. Достаем один бутылек. Открываем. И пару капель прямо в муку. Вливаем в муку горячую смесь. И вымешиваем тесто. Сначала лопаткой, а затем руками. Заварное тесто очень мягкое и не прилипает к рукам. Открываем яйца. И одно разбиваем в миску.
Вмешиваем его лопаткой. Вот таким в конечном итоге должно получиться тесто. Не совсем жидкое, а больше такое вязкое. Берем кулинарный мешок и наполняем его нашим тестом. Из пергамента мы вырезали вот такие прямоугольные кусочки. Выдавливаем на них тесто. А чтоб край оставался ровным, обрезаем ножницами. Заготовки сделаны. Теперь берем кастрюлю, открываем масло и выливаем всю бутылку. Ставим на плиту. Ждем, пока разогреется, и забрасываем чурросы прямо с кусками пергамента. Позже пергамент сам отпадет. Когда они станут золотистыми, вытаскиваем и перекладываем на бумажные полотенца. Пусть текут от лишнего жира. Сейчас это стандартные чуррос. Чтобы было куда в них заливать начинку, берем обычную соломинку и чурросы пробиваем насквозь. Теперь возьмем саму нутеллу, открываем ее. Набираем шоколадную пасту чайной ложкой и перекладываем в зип-пакет. Получаем такой импровизированный кулинарный мешок. Отрезаем уголок и наполняем наши чуррос нутеллой. В картонную тарелку вкладываем пергамент и внутрь выкладываем чуррос. В принципе, они готовы. Но мы решили полить их сверху шоколадным топпингом. Вот теперь все идеально. Давайте их попробуем. Хрустящая палочка чуррос со всеми любимой нутеллой. Как же это вкусно! Чуррос мы повторили, осталось последнее. Фалафель из Израиля. Берется пита, изнутри смазывается хумусом. Сам фалафель – это шарики, которые делаются из нута, а нут – это разновидность гороха. Затем свежие овощи, а именно огурцы и помидоры. Соленый огурец. В конце поливают соусом тахини или же просто хумусом. Все, фалафель в пите готов. Это самое популярное блюдо в Тель-Авиве. Давайте же его приготовим. В первую очередь нам нужно полкилограмма нута. Сейчас он сухой, поэтому открываем его и замачиваем в воде, в идеале на сутки. Он напитал в себя воду, посветлел и увеличился в объеме раза в 1,5. Посмотрите, слева сухой нут, а справа замоченный. Перетираем его между ладошек. А прозрачную шелуху, которая отделилась, убираем. Чистый нут ставим на плиту и варим часа 2. Пробуйте раздавливать его между пальцами. Он должен быть мягким. В раковину ставим дуршлаг и сливаем через него нут. Возвращаем его обратно в кастрюлю и с помощью погружного блендера перемалываем все в очень густое пюре. Лопаткой разделяем его ровно пополам и одну часть перекладываем в другую миску. Из одной половины сделаем хумус, а из другой фалафель. Сначала фалафель. Чистим одну луковицу. Нарезаем. В принципе, все равно как, потому что потом все это будет перебиваться блендером. Сбрасываем в миску. Туда же зубчики чеснока, кинза и петрушка. Из специй в ступку высыпаем кориандр и зиру. Все это измельчаем. И тоже отправляем в кастрюлю. Также соль. И сначала измельчаем то, что с левой стороны миски, а чуть позже смешиваем с нутом. Туда же пол чайной ложки соды и перемешиваем. Теперь из этой густой зеленой смеси нужно сделать одинаковые шарики. Мы сделали довольно много. Нам нужен фритюр, поэтому заливаем бутылку масла в кастрюлю и разогреваем. Выкладываем шарики на шумовку и опускаем в масло. Через минуту получаем вот такие обжаренные шарики под названием фалафель. Выкладываем фалафель на бумажные полотенца. Пусть жир стекает. Займемся хумусом. Вливаем горячую воду, либо ту, которая осталась после варки.
И погружным блендером все перемешиваем. Получается вот такая однородная масса. Туда нужно добавить пасту тахини, но ее тоже нужно сделать. Это просто. Нам нужна пачка кунжута. Пересыпаем его в кофемолку. Накрываем крышкой и нажимаем на кнопку. Измельченный кунжут высыпаем в тарелку. Мы его размололи так мелко, что он стал влажным, из-за выделенного кунжутного масла. Подливаем к нему воду, немного лимонного сока и перемешиваем. Все, паста тахини готова. Отправляем ее в наш будущий хумус. Туда же паприку, 4 зубчика чеснока, измельченную зиру, тоже лимонный сок, соль. И перебиваем все это блендером еще раз. Все, хумус готов. Мы его сделали жиже, чем магазинный, потому что здесь он играет роль соуса. Остается нарезать овощи. Разделяем огурец на 4 части и крошим в поперек. То же самое и с помидором. Соленые огурцы. У нас они настолько мелкие, что хватит просто разрезать пополам. Обойдя 2 крупных магазина, готовые питы мы не нашли. Поэтому возьмем вот такую лепешку. Складываем ее в 4 раза. Там получается вот такой карманчик. Смазываем его изнутри хумусом. Вкладываем лист салата. Добавляем помидоры, огурцы, соленые огурцы и сам фалафель. Остается все это еще раз полить нашим хумусом. И фалафель готов. Из пергамента мы сделали вот такой пакет, в который можно идеально положить наш фалафель, чтобы он не развалился. Отгибаем бумагу и пробуем. Это очень необычная штука. Тут нету мяса, но все равно очень вкусно. Все с такими вкусными специями, а хумус тут как соус. И блюдо получается не сухим. Конечно, проигрывает нашей шаурме по вкусу. Но если бы я был веганом, то фалафель готовил бы себе постоянно. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. Сможете набрать 350 тысяч лайков за день? Если да, то мы продолжаем. А также не забывайте подписываться на канал и на инстаграм. Всем пока!